Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Наш нежный Тэхён в армии уже 188 дней. Увидимся через 360 дней. Наш скромняшка Чингук в армии уже 187 дней. Увидимся через 361 день. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментов между Чингуком и Тэхёном. 10 место. Тэхён впал в ступор от прикосновения Чингука. Нам показали новый ракурс того, как Вигу поприветствовали друг друга. Первый, кому подошел Чингук, был Тэхён, и то, как он плавно прикоснулся к его шее, а тот вздрогнул от неожиданности. Многие пишут, что Вигу так холодно друг друга встретили. А я думаю, это не первое и не последнее объятие за этот день. Наверняка встреча состоялась еще до съемок. Ну, как мы все знаем, Чингук немного застенчив и боится показывать эмоции на камеру, в отличие от Тэхёна, который не удержался и взял своего зайчика за ручку, не желая ее отпускать. Это уже отдельный вид любви, когда Тэхён держит Чингука за запястье. Оставшийся год будем жить благодаря этим кадрам. 9 место. После встречи с Джином ребята уехали на одной машине. Говорят, что Вигу уехали вместе. Внимательные армии заметили, что они сели в одну машину. Давайте посмотрим внимательно на это видео. Первым к машине идет Чингук и садится в последнюю машину. Сзади следует Тэхён в бежевой шапочке. И дальше отчетливо видно, как он садится в ту же машину, что и Чингук, то есть последнюю. Что ж, по-другому и быть не могло. Я надеюсь, что ребята смогли хотя бы немного насладиться обществом друг друга. 8 место. У этой любви есть глаза, которые мы не можем скрыть. Вспомним 2020 год, когда в Америке банданы пошли на шоу-интервью, и Тэхён надел пальто от Валентина с красноречивой подписью на рукаве. Эта любовь не слепа, у этой любви есть глаза, которые мы не можем скрыть. Давайте теперь вспомним все моменты, когда Вигу влюбленно смотрят друг на друга. Таких моментов миллион. Всегда интересно, кто влюбился первым. Думаю, сначала Тэхён, а потом уже и Чингук не выдержал напора и сдался. 7 место. Тэхён захотел пойти в душ вместе с Чингуком. Этот момент просто в самое сердце. Чингук, я вспотел, позвольте мне сначала пойти и принять душ. Хасок, хорошо, иди. Тэхён говорит Хасоку, давайте закончим эфир. Ладно, позволь мне пойти. Чингук, нет, вы начали это вместе, так что вам следует закончить его вместе, втроем. Тэхён, нет, нам следует закончить всем вместе, тянет и обнимает Чона.
Чонгук: хорошо, давай сделаем это вместе. Тэхён был готов отключиться и пойти с Чонгуком, и ему не нужно было ничего и никто, кроме его Гуки. Немного отвлечемся. Ор недавно слышал, что друг его брата видел Тэхёна в армии. Ви очень элитный, он действительно силен физически, и это помогает ему в армии. Никто не может догнать Ким Тэхёна, когда он делает забег на длинные дистанции. Это удивительно, потому что Тэхёну сейчас 29 лет, хотя многие призывники не достигли и 20 лет. Средний возраст призывника в Корее около 20 лет. У Тэхёна практика на выносливость побольше, чем у этих юнцов. Их тренировки в BTS покруче, чем, наверное, в армии. Одновременно танцевать и петь – это не каждый сможет. 6 место. Тэхён спрашивает разрешение у Чонгука, чтобы спать в одном галстуке. Я ни на что не намекаю, но да, у Тэхёна какая-то особенная любовь к галстукам. Тэхён: мне нравится собирать красивые галстуки, но не так много поводов, чтобы их носить. Чонгук: ты можешь носить их в обычные дни. Тэхён: в обычные дни? Обращается к Чонгуку: должен ли я спать только в одном галстуке? Ну что за вопросы? Конечно же должен. Мне просто интересно, что там в голове у Чонгука после таких слов Тэхёна было. 100% ни одной приличной мысли. 5 место. Сидеть на коленях у любимого человека в 100 раз приятнее, чем на каком-то там холодном стуле. Давайте вспомним момент, где Тэхёну пришлось сесть на колени к Чонгуку. Потому что свободных мест совсем не было. Потому что стул, стоящий рядом с Юнги, был занят листом бумаги, и Тэхён не стал его тревожить. Тэхён сам по себе очень добродушный, он сразу понял, что листку нужно отдохнуть. А он уже как смог приютился на колени к Чонгуку. Ты наша добрая душа. 4 место. Чонгук учит Тэхёна играть на гитаре. Как же я обожаю моменты, где Чонгук чему-то обучает своего Хёна. То, как внимательно Чонгук смотрел на Тэхёна, который пытался играть на гитаре, а потом подсказывал ему, и как они потом смущенно улыбались друг другу. Говоря о гитаре, дома Чонгук может не только петь Тэхёну песни о любви, но и играть на гитаре, а еще лучше учить Тэхёна играть на ней. 3 место. Вигу – это атмосфера семейной пары. Ребята ведут себя как женатики буквально в каждой серии супа. Чонгук: я уже подумал, что умру с голода. Тэхён: знаете, если я наберу вес, то во всем будет виноват Инзе Суп. В итоге виновата армейская служба. Чонгук: он может говорить так, но я так не думаю. Чонгук просто знает, что очень вкусно кормит своего Тэхёна дома, и Инзе Суп тут вовсе ни при чем. 2 место. Если у тебя есть Чонгук, у тебя есть все, что захочешь. Когда у Тэхёна попросили выбрать между любимыми вещами – клубника, Гуччи, Бургер Кинг, и он выбрал Чонгука, написав: «Мужчина, у которого много денег». Просто это был такой рандомный ответ, который никто не ожидал. Конечно, он выбрал своего зайчика, самое драгоценное для него, а как же иначе? Его горячий мужчина купил бы и сделал бы все для Тэхёна.
Первое место. Поцелуй в щеку. Чонгук просто целует Тэхёна в щеку прямо на камеру, в то время как другие мемберы, которые избегали смущающих мест и целовали Тэхёна в голову или руку, разрываются смехом за камерами. И вот такой диалог мы слышим. Хасок. Они делают это так же часто, как принимают пищу. Юнги. Разве они не делают это дома постоянно? И просто Тэхён, который засмущался от поцелуя Чонгука, но при этом сам подошел и чмокнул его в ответ, хотя задание было даже не в этом. Напоследок давайте посмотрим, чем питаются наши мальчики. Завтрак Тэхёна. Рис, суп из ростков фасоли, венская колбаса с овощами, салат из огурцов и лука, молоко, кимчи. Калорийность 638 килокалорий. Завтрак Чонгука. Рис, суп из мяса моллюсков и морских водорослей, жаркое из венских сосисок и овощей, мягкий тофу и соус-приправа, кимчи из капусты. Обед Тэхёна. Холодная лапша с водой, вареники на пару, мока-булочка, арбуз, кимчи из молодой редиски. Калорийность 1684 килокалории. Обед Чонгука. Бибимпап, суп с соевой пастой, овощной темпура, листья перилы, белый кимчи, банан. Ужин Тэхёна. Рис с соевым соусом и яйцом, кимчи с тунцом, нори, рыбный пирог с тушеными овощами, кимчи из редиски. Калорийность 796 килокалорий. Ужин Чонгука. Рис, картофельный джагыль, стейк, салат сальса, кимчи из капусты, молоко. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!